the final outcome was fibrosarcoma in this dog. That was the diagnostic. After biopsy we received. Окончательный диагноз на основании биопсии, исследований биопсийного материала был фибросаркома. And based on that, we can also design the surgery plan to mark the margins of the section, which were 2 centimeters or 3 centimeters from the affected bone. That's the standard for fibrosarcoma. Кроме того, получив ответ, окончательный диагноз, удалось благодаря этим изображениям спланировать хирургическое вмешательство, которое заключалось в иссечении пораженных тканей опухолью с контролем отступа, который составляет 2-3 сантиметра в случае фибросаркомы. And then it is again easier to explain on a 3-dimensional reconstruction rather than drawing or explaining on a textbook. Такую хирургическую технику легче проиллюстрировать, легче разъяснить владельцу ее масштабы, когда перед его глазами трехмерная модель, нежели чем если вы будете на салфетке корябать, пытаться нарисовать все это. So you can see that the 3D, this CBCT technology is more sensitive compared to the standard radiography. Таким образом, мы убеждаемся снова в том, что конусно-лучевая компьютерная томография гораздо более чувствительна для диагностики подобного рода проблем, нежели чем рентген. This is another example. So we have a small mass on the lateral aspect of a gingiva. We don't see really significant lesion on a radiograph, but on a CBCT we can see the periosteal reaction. Еще один пример. Мы видим небольшое массообразование в области десны, в районе клыка верхней челюсти. Рентгенологически никаких особенностей мы не видим, никаких изменений выраженных мы не видим. Однако компьютерная томография позволяет нам зафиксировать признаки периостальной реакции. Quite often on a 2-dimensional, on a standard radiography, the picture underestimates the size of a tumor. Довольно часто при двухмерном рентгенологическом обследовании картина, которую мы получаем, не дает нам возможность оценить должным образом масштабы опухоли. So when we see the tumor, oral tumor, and on a 2-dimensional full body X-ray, we can see that there is involvement. We really cannot say what is the real extent of a tumor based on the radiograph. Здесь мы видим пример опухолевого процесса. Рентгенологически, вы видите, двухмерное рентгенологическое изображение не дает нам возможности оценить масштабы бедствия к окружающим тканям. Based on the 3-dimensional image, we can estimate, we can see how close to the nasal septum the tumor expands and what would be theoretical section margins. Основываясь на трехмерном изображении, мы можем оценить степень приближенности измененных тканей опухоли к носовой перегородке, а также предположить, какой режим иссечения, какие края безопасные нам нужно будет захватить при иссечении. Okay. That's really important thing. And any head trauma patients, we currently apply the standard of a 3-dimensional imaging, particularly the high-rise syndrome in a cat, which will be the last lecture today. Кроме того, в случаях травмы часто на сегодняшний день, особенно если говорить о травме, связанной с так называемым высотным синдромом кошек, этому будет посвящена целая последняя лекция, трехмерное изображение очень здорово помогает сориентироваться. This is a cat which was presented 7 days after falling down from the height. And the cat was very upset, the cat was very painful despite the occlusion was correct, no fractured teeth. Здесь мы видим кошку, упавшую с высоты за 7 дней до этого. Кошка в угнетенном состоянии, несмотря на то, что прикус сохранен, никаких видимых изменений с зубами, переломов зубов, ничего такого не регистрируется. But we can see that there is a condylar fracture of the left temporomandibular joint here. Однако на трехмерном изображении мы можем увидеть
сломанный мыщелок в нижней челюсти. We also can see the fracture of a condylar process here. Кроме того, мы можем увидеть перелом мыщелкового отростка вот здесь. And all of these situations are very painful and they have to be addressed. The cat should receive stronger painkillers than regular NSAID. Безусловно, такого рода травма – это не просто так, то есть это серьезная проблема, которую вы должны учитывать. И в такой ситуации, естественно, кошке понадобится значительно более мощное обезболивание, чем если бы вы не обнаружили такого рода изменений. I said that in a three-dimensional imaging we can identify twice more pathologies, twice more problems. Not all of them are relevant, not all of them are super important, and they don't have to be operated, addressed, but we have to know them. Доктор уже говорил о том, что трехмерная визуальная диагностика позволяет нам диагностировать в половину больше, то есть вдвое больше проблем по сравнению с двухмерной визуальной диагностикой. Причем то, что мы обнаруживаем эти проблемы, не всегда говорит о том, что об их значимости. То есть мы должны распределить их по степени значимости и по тому, насколько мы должны на них реагировать. Не все требует немедленного, например, оперативного лечения. But if you have a head injury, we don't have a lot of time to precisely do a series of a two-dimensional X-rays, and still the quality of them is not sufficient to diagnose the problem. We should be quick because the head trauma requires minimizing the anesthesia time. Что касается травмы головы, например, ситуации, когда животное подверглось травме головы, то здесь мы едва ли имеем возможность потратить много времени на рентгенологическое обследование, получение обзорных рентгенологических снимков, чтобы получить сколько-нибудь трехмерную реконструкцию изображения того, что произошло с головой в результате травмы. У нас столько времени, как правило, нет, потому что мы понимаем, что травмы головы предполагают необходимость минимизировать анестезиологическое время. So we try to postpone the anesthesia for the 48 hours after trauma, and then we do first scan of a head, which is 36 seconds. We collect the feedback, and then we study the imaging, and after 36 seconds we can obtain this number of informations. So first we postpone the anesthesia. After head trauma, the most important is to survive. Right? Первое, что мы делаем, когда имеем дело с пациентом с травмой головы, это стараемся стабилизировать состояние пациента, отложить анестезию на 48 часов в среднем это делается для стабилизации его состояния. После этого проводится сканирование, трехмерное сканирование головы пациента, что занимает, как вы помните, 36 секунд, очень быстро. And then we can collect, and you see that you need time to read it. And this is what I haven't said yet. You have wonderful study, and you need 45 minutes to read it. После этого вы получаете определенную информацию, и вот тут начинается самое интересное. Вам нужно эти картинки, которые вы получаете, как-то расшифровать. Так вот, на расшифровку, на чтение таких снимков уходит 48 минут. 45. 45. But in most cases I do the preliminary read, which I have a rough estimate, a rough information, and then I redo reading again and look for the small tiny things. Однако, конечно, на практике это делается несколько иначе, то есть сначала проводится такой предварительный просмотр вот этих изображений для того, чтобы получить какую-то грубую информацию, грубую оценку того, что произошло, тех изменений, которые произошли. Но, безусловно, после этого необходимо будет все равно вернуться и уже сконцентрироваться на деталях. So that's an example that we can do before operation and after operation. The comparison, how we stabilize the problem and how we address the problems, and then we can discuss with the owner the whole
procedure we did and we planned. Вот здесь вы видите перед собой пример как раз той ситуации, когда мы имеем определенную проблему, мы должны на нее повлиять оперативным путем, каким образом происходит хирургическая стабилизация этой проблемы, и все это в прекрасном визуальном отображении. Таким образом вы можете с владельцем обсудить план своих действий, прежде чем вы их предпримете. So that's another example, another traumatic example. You can watch the cat with breathing. You can look here on the skin here, how the skin is moving during breathing. Обратите внимание, еще один пример, это тоже кошка после травмы. Обратите внимание на область головы, между ушей, посмотрите, как двигается кожа в такт дыханию. So that probably means that the frontal sinus is damaged. Вероятно, это означает повреждение, травматизацию лобной пазухи. So that's the picture of a damage, and we can see the extent of the damage in the cat. Вот так выглядит поражение. Мы можем оценить масштабы поражения, масштабы травмы. And based on that, we can discuss with owner what we want to apply, what technology, and after operation, when we agreed, when the estimates are written, when the anesthesia risk is estimated, we can do our procedure and present the results. Мы можем оценить не только масштабы риска, масштабы повреждения, но также спланировать ход операции, технологию операции, познакомить с ней владельца, и после оценки состояния пациента, после оценки анестезиологических рисков, можем провести процедуру, которую мы планируем, и представить результаты этой процедуры. This is important because we want to know how deep we penetrated with the micro screws, and we have to be sure that we didn't damage the brain. В данном случае очень важно понимать, на какую толщину мы можем рассчитывать, когда мы размещаем микровинты, для того, чтобы застраховать себя от травматизации тканей головного мозга. So that's again a much way easier communication with the owner and explanation rather than drawing and Гораздо более простой способ, снова вы видите, взаимодействия с владельцем, объяснение владельцу всех потенциальных рисков и потенциальных возможностей операции, чем если бы вы рисовали все это на бумажке. And another application of the trauma, which we'll be more talking later, is the areas which are simply impossible to evaluate in a two-dimensional imaging. Еще одна область применения лучевой компьютерной томографии для травмированных животных, снова мы обсудим это подробнее позже, это области, которые вовсе недоступны для рентгенологического обследования. Which is, for example, the orbitum here. Например, орбиты. Turbinates in a nasal cavity. Лабиринт решетчатой кости. Or sphenoid sinus here. We simply cannot see that in a standard two-dimensional radiography. Синус, то есть зоны, которые в принципе не подлежат рентгенологическому обследованию. All of them have clinical value, however we will not address that, we will not fix, we will not stabilize this turbinate structure, but we have to follow it up. Причем очень важно, что вот эти изменения, они имеют существенное значение на том, что мы делаем с животным. Не всегда мы можем что-то предпринять конкретно в отношении, например, перелома лабиринта, области лабиринта решетчатой кости. Не всегда это возможно. Но тем не менее, знать о его наличии и отслеживать его изменения во времени необходимо. So trauma is definitely the huge area of interest, and we do routinely every single patient the three-dimensional assessment, and it gives us a lot of information, and we have a feeling that we don't miss a lot of relevant details. Случаи травмы, как вы видите, это такое существенное поле для проведения данного вида диагностической визуализации, и доктор говорит, что для них каждый пациент с травмой подвергается такой диагностике, очень много информации удается получить таким образом. So reconstructive surgery, just an examples, we do that because the owners in more and more situations they really want to implement some kind of a reconstructive prosthetic solutions.
So on the left there is a dog with a missing fragment of mandible after several attempts of stabilization with the screws, pins, plates, and the surgeons, they only destroyed the mandible. Еще одна область применения данного вида визуальной диагностики – это реконструктивная хирургия. Все больше и больше владельцев просят хирургов применять техники реконструктивной хирургии для их животных. В частности, здесь мы видим пример собаки с фрагментированной, это левая ветвь, фрагментированная левая ветвь нижней челюсти. And on the right, there is a... На изображении слева фрагментация произошла в результате многократных попыток стабилизировать перелом. Хирурги пытались там использовать винты, другие способы, ничего не получилось, в итоге нижняя челюсть фрагментировалась. And on the right side you see the rostral mandibular osteosarcoma at the very early stage of development. So we want to resect this part, and owner wanted to implement the prosthetic supplement. На изображении справа мы видим начинающуюся остеосаркому растральной части растрального сегмента нижней челюсти, где, логично предположить, потребуется иссечение вот этого фрагмента нижней челюсти. И в данном случае владелец захотел, чтобы после иссечения хирурги имплантировали протез, провели протезирование для того, чтобы сохранить вид. So that's on the left. You see that this is the design of a replacement, and it was printed of titanium, and we implemented that. It is tailored exactly on the way, so it's really like a small puzzles. You place in there, and it fits perfectly. So it's really wonderful. It's expensive though. Слева вы видите вот эту первую ситуацию, когда у нас была фрагментирована нижняя челюсть. Недостающий фрагмент был распечатан, если можно так сказать, реконструирован в точности в титане. И, соответственно, для хирурга осталось только собрать вот эту головоломку, собрать пазл-конструктор вместе, и все готово. Очень здорово, но, конечно, очень дорого. So that's this is the next situation. So this is this rostral osteosarcoma. Следующая ситуация – растральная остеосаркома. So that's how we implemented the missing fragment. Вот таким образом был замещен недостающий фрагмент кости. And the dog had a little bit way better functional tongue than the rostral part. Что дало возможность собаке получить гораздо более функциональный язык и растральную часть челюсти. This is the other dog, which had this deficit of a mandible. You see how severely malocclusion was the case, and traumatic of the mandible because of this displacement of a mandible. Другая собака с недостающим участком нижней челюсти. Вы видите травматическое смещение нижней челюсти. So that's the titanium-made device. Вот такие были выкроены из титана. That's the outcome. So the dog was having way better life comfort. И вот так выглядела собака после установки вот этого устройства, вот этой конструкции. Вы видите, насколько лучше. However, it will never replace a real bone. With this, it is only a prosthetic solution, so it is temporary. We didn't do the bone regeneration case because that was too complex, and we only wanted to implement the missing part of a mandible. В данном случае мы понимаем, что вот эти вот фрагменты, вот эти вот титановые вкладки используются только в качестве протезов. То есть это протезирование, которое никогда не позволит заместить кость, заменить кость. Можно было рассмотреть костно-регенеративные какие-то меры в данном случае, но здесь это казалось слишком сложно. And say not only complex, but also this is a tiny dog, so he never wanted to chew the bones.
Кроме того, это не имело особого смысла, потому что это крошечная собака, которая вряд ли когда-то будет So we decided to go for the simplified version and only for prosthetic solution. гигантские кости. Именно поэтому было принято решение ограничиться просто протезированием, то есть замещением какого-то участка вот этими титановыми вкладками. Okay. One more situation, and the value of a three-dimensional imaging. It's what we see, particularly in a palatal defect, very often underestimates the bone defect. So you see the defect of the soft tissue is way smaller than the real bone defect. That's very important for plan of our surgery. Еще одна область применения трехмерного изображения – это оценка истинного повреждения тканей. Часто за площадью пораженных мягких тканей мы не видим, не можем точно, корректно оценить степень поражения костной основы, которая лежит под этими мягкими тканями, что чрезвычайно важно для корректного планирования плана операции. So theoretically, looking at here, when we wouldn't see this blue line, the defect is like that, we can theoretically discuss the pedicle flap, but it will never work. Например, вот если мы посмотрим на самое первое изображение, прорисован дефект мягких тканей, который мы видим глазом невооруженным, а по контуру синим располагается истинный дефект, то есть костный дефект. Если бы мы предполагали, что дефект ограничивается только повреждением мягких тканей, то мы могли бы планировать закрыть его с помощью лоскута на ножке, что, безусловно, не сработает, если мы принимаем в расчет масштабы истинного поражения. That's exactly the same when